Барселона готова бесплатно отпустить вратаря. Немецкий вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов Интера, сообщает Спорт.С. По данным источника, в ближайшие дни итальянский клуб может направить Барселоне предложение по трансферу вратаря. Интер готовится к уходу из клуба 36-летнего Яна Зоммера. За последние недели клубы, такие как Галатасарай и Монако, обращались к Марку Андре по поводу его будущего, но немец не захотел переходить. Сообщается, что Барселона хочет, чтобы 33-летний вратарь ушел и готова отпустить его бесплатно, чтобы сэкономить 3 года контракта с одной из самых высоких зарплат в команде. В настоящее время Интер провел лишь предварительные переговоры с каталонским клубом и знает, что сможет рассчитывать на свободный трансфер. Дальше решать будет сам тер Штеген. Челси официально оформил трансфер вингера Боруссии Дортмунд. Челси объявил о подписании левого полузащитника Джейми Гиттенса из дортмундской Боруссии. Лондонский клуб подписал контракт с 20-летним англичанином на 7 сезонов. По предварительной информации, сумма трансфера вингера составила 48,5 миллионов фунтов плюс 3,5 миллиона бонусами. В прошлом сезоне на счету вингера 12 голов и 3 ассиста в 48 матчах. Дорогие зрители, а перед продолжением поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Ливерпуль выплатит семье Жоты зарплату, которую он должен был получить до завершения контракта. Семья погибшего игрока Ливерпуля Диогу Жоты будет получать от клуба его зарплату, сообщает издание «Рекорд». По данным источника, клуб принял решение выплатить близким игрока все деньги, которые он должен был получить до завершения контракта. Соглашение было рассчитано до 2027 года. Напомним, 3 июля Жота погиб в ДТП в Испании вместе со своим братом-футболистом. 22 июня португалец женился. У него также остались 3 детей. Светлая память Диогу. Барселона потеряла 2 миллиона евро из-за Роки и вылета Палмейроса из клубного чемпионата мира. Барселона не получит 2 миллиона евро из возможных бонусов, предусмотренных в трансферном соглашении по поводу нападающего Витора Роки, сообщает Mundo Deportivo. В частности, 2 миллиона евро могли поступить в кассу Барселоны в случае, если бы Роки вошел в тройку лучших игроков турнира. Но выступление форварда прошло почти незамеченным. 4 матча в основе, 1 выход из лавки запасных и ни одного результативного действия. Игрок Челси подписывает контракт с Арсеналом. Правый полузащитник Челси Нони Мадуэке приближается к переходу в Арсенал, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, 23-летний англичанин договорился с канонирами об условиях личного контракта и готов стать частью проекта Микеля Артеты. Переговоры между Челси и Арсеналом о сумме трансфера вингера начнутся в ближайшие дни. Зимой 2023 года Челси заплатил ПСВ за Мадуэке 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 11 голов и отдал 4 передачи в 41 матче. Мальорка договорилась с Барселоной о подписании футболиста Пабло Торре. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто. Клубы достигли полной договоренности о трансфере 22-летнего испанца. По информации журналиста Жули Кларамунта, Мальорка приобретет Пабло Торре у Барселоны за 5 миллионов евро. В то же время каталонский клуб сохраняет за собой право получить 50% от дальнейшей продажи футболиста. Ранее была информация от Марка, что Пабло Торре получил предложение от неназванного клуба, который в сезоне 2025-26 года будет играть в Лиге чемпионов. В июне это же издание писало, что Мальорка вела переговоры с Барселоной об аренде Пабло Торре. Президент ПСЖ поддержал проведение клубного чемпионата мира. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаэфи
поделился мыслями относительно нового формата проведения клубного чемпионата мира. Конечно, когда вы организовываете такой турнир, есть вещи, которые не идеальные, но в целом это прекрасно. Новый рынок для футбола, для бренда, для всего клуба. Я не понимаю, почему люди критикуют этот турнир. Ранее клубы и игроки никогда не участвовали в чемпионате мира. Надо мыслить позитивно. В футболе много финансовых проблем. Игроки, тренер, все мотивированы. Мы подходим к каждому матчу отдельно, чтобы пройти как можно дальше, сказал Аль-Хелайфи. Осимхен возвращается в Италию. В Наполе рассматривают вариант возвращения в состав первой команды форварда Виктора Осимхена, сообщает Ил Мальтино. По данным источника, в течение последних нескольких дней руководство итальянского клуба пытается наладить отношения с 26-летним нигерийским футболистом. Внутри клуба впервые за долгое время открыто обсуждают идею возможного возвращения игрока в состав команды. Это связано с трудностями в подписании футболистов на позицию нападающего на трансферном рынке. Вопрос возвращения Осимхена активно обсуждается как на уровне руководства Наполи, так и тренерского штаба. Антонио Конте не против видеть игрока в команде, хотя сам футболист представляет для себя другое будущее. В то же время агенты Осимхена продолжают работать над вариантами продолжения карьеры футболиста. Утверждается, что они недавно контактировали с клубами АПЛ. Среди команд, которые могут быть заинтересованы в подписании Осимхена, называются Манчестер Юнайтед, Ювентус и Галатасарай. Игрок Реал Мадрида покидает клуб. 19-летний фулбэк Реала Юсефа Энрикес готовится покинуть мадридский клуб. По информации испанских СМИ, талантливый марокканский футболист будет продан в Алавес. При этом Юсефа Энрикес обязательно вернется в Реал, отметил наставник Бланкос Хаби Алонсо. Лапорта работает над трансфером 100-миллионного португальского вингера. Португальский вингер Милана Рафаэль Леау привлекает внимание каталонской Барселоны, сообщает Эль Насиональ. По информации источника, президент испанского Гранда Жоан Лапорт считает трансфер 26-летнего футболиста идеальным приобретением. Итальянский Гранд же не намерен прощаться со своим футболистом за сумму менее 100 миллионов евро. Сам Леау заинтересован в переходе в Барселону, что может заставить Милан снизить цену. Президент Барсы уже инициировал неформальные контакты относительно возможного трансфера. В прошлом сезоне Рафаэль Леау провел 50 поединков на клубном уровне, в которых отличился 12 забитыми голами и 13 голевыми передачами. Реал Мадрид вышел в полуфинал клубного чемпионата мира. Феноменальную игру показали Фран Гарсия и Гонсало Гарсия, которые не стеснялись обыгрывать соперников и отдавать на удар или бить самим. И в итоге оба отличились голами. Сначала форвард запер навес Гюллера, а затем защитник точно пробил после прострела Трента. Но уже в компенсированное время уверенный контроль игры Мадридом нарушился, и чуть не произошла сенсация. Сначала Байер дальним ударом сократил разрыв в счете. Однако уже через минуту Мбаппе классным ударом боковыми ножницами снова сделал преимущество своей команды +2. Но уже после того, как компенсированное время прошло, в ворота Реала был назначен пенальти за фол последней надежды от Хейсена. Виновник был удален с поля, а Герасси ударом в левую девятку сделал счет 3-2. 3-2. Победа Реала. ПСЖ обыграл Баварию и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира. В поединке 1/4 финала клубного чемпионата мира в Атланте в США встретились ПСЖ и Бавария. Не обошлось в матче и без скандала. Доннарума прыгнул в ноги Мусиале в первом тайме, и, как следствие, игрок вывихнул голеностоп. Несмотря на давление со стороны Баварии, ПСЖ все-таки удалось выиграть этот матч. В конце второго тайма парижане провели быструю контратаку, завершившуюся точным низовым ударом Дуэ. Бавария сразу получила достаточно весомый шанс на камбэк. Пачо грубо сыграл против Горецки и получил прямую красную карточку от арбитра.
А в компенсированное время такая же участь постигла Эрнандеса, отмахнувшегося от Геррейра. Мюнхенцы большими силами побежали в атаку, пытаясь реализовать солидное численное превосходство. Но парижане сполна реализовали появившееся свободное пространство и закрыли игру. Сначала Дембеле попал в перекладину, а затем точным ударом замкнул передачу Хакими, который перед этим прошел 3 соперников. Финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ 2-0. В полуфинале французы сыграют именно с мадридским Реалом. Мусиала выбыл на 4-5 месяцев из-за перелома и повреждения связок. Атакующий полузащитник Баварии Джамал Мусиала получил серьезную травму. По информации Bild, у 22-летнего полузащитника диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, а также повреждение нескольких связок. По прогнозам врачей, Мусиала пропустит от 4 до 5 месяцев. Напомним, что в конце прошлого сезона немец пропустил 2 месяца из-за травмы задней поверхности бедра. Мануэль Нойер раскритиковал голкипера Джанлуиджи Доннарумму. После поражения Баварии от ПСЖ в четвертьфинале клубного чемпионата мира капитан мюнхенцев Мануэль Нойер высказался по поводу эпизода с травмой Джамала Мусиалы, в которой, по его мнению, есть доля ответственности голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы. Это была ситуация, в которую не обязательно было так входить. Это слишком рискованно. Он фактически принимает возможность травмирования своего соперника. Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку? Из уважения следует это сделать, подойти, пожелать парню всего лучшего». Позже он это все-таки сделал. Но всегда должна быть честная игра. Я бы поступил иначе, сказал Нойер. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.